Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина, выходной день. В прошлом ролике, в одном из прошлых роликов, я был в ЦУМе. Вон там вот он у меня за спиной, вон где вывеска светится. Вот. И рассказывал цены и что там продают. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии или в всплывающей подсказочке. Выдалось у меня пару минуток, пока я иду на метро от Бессарабки сзади меня к Крещатику, станции метро Крещатик. Хочу с вами обсудить мою мысль относительно магазинов и рынков. Ну и заодно по традиции мы посмотрим Киев, выходной день, 5 часов вечера. Кто, сколько гуляет, кто эти люди, да и вообще, сколько людей на Крещатике. Потому что в одних из прошлых видео многие почему-то посчитали, что Киев опустел, Киев пустой, все поразъезжались, все поубегали. Нет, посмотрите, количество народу на Крещатике. И это 5 часов вечера. Это даже не 3 часа, не 2 часа дня. Сейчас на градуснике плюс 13 где-то, может быть, к вечеру чуть-чуть похолодает. Появилось, сегодня суббота, появилось огромное количество самокатов прокатных, да, которые рассекают вот таким вот образом по тротуарам, сминая пешеходов на своем пути. Являясь обладателем моноколеса, которое способно двигаться до 50 км в час, я понимаю, что для самокатов, для велосипедов должны быть специально отведенные места в плане велодорожек или в плане какого-то хотя бы внесения в законодательство, в правила дорожного движения. Потому что даже вот эти прокатные зелененькие самокатики, которые способны развивать скорость с ездаком до 25 км в час, это опасно. Представьте, паренек 70 кило, самокат 25 км в час. И если он вам встрянет в спину, будет очень некомфортно. Но, с другой стороны, дилемма. А где им передвигаться? Вот при равных прочих, вот в текущих реалиях. Где им передвигаться? На тротуаре тут люди. На дороге там машины. Если заботиться о своем здоровье, то, конечно же, на тротуаре. Если заботиться о здоровье пешеходов, то, конечно же, на дороге. Но двухтонный автомобиль, который просто банально не заметит вас на дороге, может сделать из вас просто калеку. ЦУМ, вдалеке Киевская Перепечка, вот там вот у нас есть. И мы двигаемся к станции метро Крещатик. Что касается сегодняшней вот этого вот темы, не темы, касательно рынков и магазинов. Брендовых магазинов, не брендовых магазинов, неважно. Будучи в рекламе очень давно, в рекламе, маркетинге, связанный с этой темой, я могу вам со стопроцентной уверенностью сказать, что большинство, подавляющее большинство каких-то сумок, одежды, гаджетов, клатчей, я не знаю, рюкзаков, которые продаются даже, открою вам секрет, под видом украинского бренда, они покупаются в Китае. Они закупаются в Китае, и открою вам секрет, что китайцы даже способны по вашему запросу налепить шильдик вашего бренда на ваш рюкзак, налепить бирку вашего бренда, вашей фирмы на футболку, что угодно за ваши деньги. Поэтому говорить о том, что
где-то на рынке китайский ширпотреб, да, или на Алиэкспрессе вещь, которая стоит там условно, грубо говоря, допустим, 100 гривен, она в разы хуже, чем вещь, которая продается в брендовом магазине или в сетевом магазине. Нельзя. То есть те вещи, которые продаются в магазине, они по качеству, допускаю, вполне могут быть точно такого же качества, а может быть даже и ниже, чем китайский какой-то ширпотреб. Почему? Объясню. Подходим к станции метро Крещатик. Люди в субботний день пытаются провести на градуснике плюс 13, пытаются провести его с пользой, подышать воздухом. Снега нету, выйти, проветриться. Есть военные, есть вот такие вот локации с медитацией Фалунь Дафа. Раздают приглашения, раздают какие-то флаерки, визиточки. Кто-то снимает тиктоки, кто-то снимает просто видео. Людей много, этим пользуются перекупы, продавцы, которые продают вот такого вот образа цветочки. Добрий день, а в яку ціну ви продаєте? Тюльпани 40, розочка 100. Сколько? 40 гривень. Ні, А розочка. розочка 100. 100, ага. Дякую. Тюльпан 40, розочка 100. Для просто понимания, в обычных киосках, в обычных магазинах, там, где цветочные, да, лотки, назовем их так, там такая же цена. Те же 35-40 гривен за тюльпан. В прошлых видео я вам это показывал. Хотя тут, я думал, честно говоря, будет раза в 2 дороже. Смешно, но факт. Когда пытаются напарить всяким туристам. Вот такая вот сходка мотоциклистов. Мне кажется, когда появляются на улицах городов мотоциклы, можно говорить о том, что пришло лето. Для меня это показатель. Вот появились мотоциклы, значит все, лето. Давайте еще спросим вот у этой женщины, просто для интереса цену. Там у нас было 100 и за розочку, и 40 за тюльпан. Добрий день, а в яку ціну у вас? Такой 200, розочка по 100. Роза 100, а тут поштучно сколько? Це поштучно нема, це букетик 200 роз. Это раз, два, три, 7 штук. 7. Ага, понял, дякую. Беріть за 150 вам отдаю, щоб уже не носити. Не, дякую, дякую. 7 штук за 200 гривен или 7 штук за 150. Друзья, вот такой вот кратенький экскурс, коротенькое видео, небольшое приключение. Прошлись мы по Крещатику. Буду заходить в метро. Не люблю снимать в метро. Если видео и, в принципе, тематика вам интересна, не поскупитесь, поставьте палец вверх, не поскупитесь, поставьте какой-нибудь фидбэк, какой-то коммент, ну и подписка, потому что я удивлен, если вы смотрите, а до сих пор не подписаны. До новых встреч, всем пока!